Мои дорогие подписчики, здравствуйте! Всем привет из Египта. Очаровательная Наталья, которая уже почти 3 месяца в Египте. Она уже в обейке. Вот видите, национальная Я одежда. обещала, что после платочков начнутся платья. Да, платье уже. Вот. А я вот в новой кофточке сегодня одела, чтобы продемонстрировать вам, потому что она на продажу. Это итальянский хлопок. Вот такая элегантная, интересная вещь. Так что можете приобрести и будете первым. Телефоны под видео. Наталья, ну расскажи, что тут. У тебя накопилось много всяких интересных историй, а я пока повяжу другую кофточку. Я не знаю, с каких историй мне начинать, ты мне задавай вопросы, что конкретно интересует. Ну, истории вот, разные бывают. Наталья тут вот так пытается прижиться, и, значит, мы с ней гуляли, зашли в магазин посуды. Это тот смешной случай. Да, уж сильно смешной. Нет, ну я не пытаюсь прижиться, я на самом деле очень хорошо прижилась. И чувствую себя сразу, на удивление многим нелюбителям Египта, которые рассказывают очень страшные сказки, истории, как тут нужно выживать. То есть я не заметила ничего из того, где нужно прилагать максимально какие-то усилия, чтобы здесь выживать. Нет, здесь очень приятно, лайтово, легко. И людям, у которых нет больших амбиций и претензий, которые такие вот простые, солнечные люди, они будут здесь чувствовать себя очень хорошо. Потому что здесь есть все условия для жизни, абсолютно все. У меня есть амбиции. Почему? Я хочу стать интересным блогером, вернее, как бы уже. Я хочу связать 1000 кофточек. Должны правильно быть предметными. Если у человека есть предметная тема для обсуждения, предметная амбиция, он будет ее потихоньку развивать. А если у него есть амбиция просто себя как бы... вот я всегда пытаюсь показать разницу между разговором, мыслями и жизнью предметной, когда человек умеет мыслить предметно, когда человек умеет с другими людьми разговаривать предметно, то есть обсуждать какую-то тему, то есть он может ее и критиковать, и хвалить, и для того, чтобы ее улучшить. То есть это идет развитие человека. А есть люди, которые амбиции, я называю, вот есть такая вот черта характера, когда человек пытается свою личность каким-то образом возвысить, каким-то образом раздуть, надуть, то есть показать не столько свой какой-то талант, либо интерес, либо какой-то предмет, который он хочет создать, либо получить продукт какой-то, вот, сколько просто навязать, допустим, свое мнение, свою личность, показать, какой он красивый, какой он... Вот эти качества личности, они никому, мне кажется, не интересны здесь абсолютно в Египте. Если человек будет себя слишком навязывать как нечто там слишком красивое, либо слишком вот я талантливый, а предмета таланта как бы нету, так, чтобы рассказать об этом, то для таких людей здесь большая проблема. Вот, допустим, женщины, которые приезжают сюда выходить замуж, то есть они хотят быть счастливыми, то есть они приезжают сюда личностно, не предметно. Это желание личностное, стать счастливой, чтобы тебя здесь признали, получить какое-то признание, получить какую-то любовь от мужчин недостающую, стать кем-то, стать женой, в общем, получить какой-то статус. То есть вот это проигрышный, мне кажется, не кажется, я уверена, вариант абсолютно, потому что Египет, он ломает. Вот. И здесь, наверное, остаются люди, я так думаю, потому что я смотрю, что самые счастливые люди, которые добились здесь многих интересных... развили очень интересные темы и живут счастливо. Это люди, которые предметно занимаются чем-то, без какой-то такой рекламы, такой вот о себе самом. То есть они создают какой-то продукт, даже тихонечко, даже их не слышно.
И вот они живут счастливо, и они всем интересны. Вот этим каким-то маленьким продуктом, которые они потихоньку... Вот, допустим, Виктория вяжет. Виктория дает возможность людям заявить о себе, рассказать о себе что-то, рассказать, да, о своих предметах, о своих интересах, о своих увлечениях на своем YouTube-канале. Вот. А есть люди, которые, наверное, пытаются сравнить себя с кем-то. Вот это вот, когда начинается конкуренция личности одна с другой, вот это вот беда, вот здесь идет ломка, и люди не выдерживают, они отсюда... Это не Европа, в Европе это нормально, здесь это ненормально. Возможно, тут какая-то египетская атмосфера есть, которая... Ну, вот таких людей немножко На место ставит. на место ставит, да. Это знаешь, как энергетика Земли очень сильная, добавлю к Наталье словам, и она открывает внутрянку. То есть ваша внутрянка будет вот так открыта. Там все живут вот этими амбициями, для них это нормально. Ну и места много как бы для сражений. То есть не могу слова подобрать, чтобы передать. Для самореализации. Для самореализации, да, здесь в Египте как бы, здесь наоборот как бы идет раскрытие человеческой, нутра человеческого и сущности. То есть здесь человек раскрывает, вот какой он есть, вот многие говорят, почему здесь люди в Египте сходят с ума. Вот, ну, всем кажется, что приезжают сюда человек, вроде бы он нормальный изначально, адекватный, а потом он становится немножко неадекватным, даже не немножко, а очень даже. Либо начинает очень сильно болеть, его начинает что-то раздражать. Ну, он похож на человека, который либо что-то подкуривает, либо принимает какие-то наркотики, что-то с ним происходит, какие-то взрывы, но в итоге он ломается, и единственный вариант – это ему отсюда бежать, конечно. В том, что, да, раскрывается вот эта его внутренняя сущность, потому что человек, когда переезжает в любую другую страну, он перевозит себя самого туда же, ничего не меняется абсолютно, просто человек, вот каким он был в своей стране, какие он имел проблемы в своей стране там, он, приезжая сюда, он перевозит всю вот эту вот проблематику свою сюда, и вот эти проблемы, они провоцируются здесь. Здесь происходит такая провокация. Тебя постоянно провоцируют на каждом шагу, и ты вот так вот либо взрываешься, либо раскрываешься, либо оголяешься. То есть Египет тебя, наверное, где-то оголяет даже какие-то места, и тебе приходится, да, либо уметь как-то грамотно лавировать для того, чтобы спрятаться, либо себя спрятать, чтобы никто не увидел какой-то, либо все-таки быть чистыми помыслами, да, тогда жить намного легче и прятать ничего не нужно. Ты вот расскажи, мы с тобой были на ужине, на ифтар нас пригласили. Ой, мне нос мокрый встал, да. Не, нормально. Жарко здесь. Да, нас пригласили на ифтар с Натальей, и Наталья там сидела, наблюдала, пока я снимала. Расскажи, что ты там наблюдала. Наблюдала многие, там очень разные люди были приглашены, абсолютно. Очень много было семей египетских, интересно было наблюдать, как они отдыхают, как они общаются, что они кушают. И были, конечно, приглашенные гости, египетские мужчины с женщинами приходили в паре. Вот. И очень интересно было наблюдать все-таки. Ну, это как бы не показатель, то, что мы там видели. Это просто я там случайно что-то увидела. Несколько пар, которые меня рассмешили, когда
на таком великом ужине парочки сидели, ничего не заказывая абсолютно. То есть, если говорить, это я хотела о египетских молодых мужчинах поговорить. Ну да, ну давай, говори. Для чего ты? Да, Наталья была очень удивлена, что сзади нас сидела молодая пара, и вот они сидели, и он вот глазел, и ничего не заказал девушке, да? Да, глазел, он был так одет. Ту выбрал или не ту выбрал? Да, он думал. он был очень с иголочки одет, как будто он такой вот бизнесмен, такой, очень такой вот богатый, как выглядел богатым очень, но для своей красивой девушки он ничего не заказал. Ни чай, ни кофе, ни пиццу, ни еды. Вот. Ну, то есть вот это я просто рассказываю, как, насколько разный контингент, насколько... Это такие бичбои. Да. Тут же много очень приличных мужчин, потому что я с ними сталкиваюсь в делах и ценю и уважаю. Слушай, но расскажи, как мы с тобой пошли кастрюлю, интересовались, увидели классную кастрюлю в магазине. Ну это Египет. Это Египет, это египетский бизнес, очень интересный, как есть такие картинки, даже мне нравится, когда у египтян спрашивают, а как вы здесь выживаете, как вы, вот приезжие приезжают, туристы, а как вы здесь выживаете, даже у нас, у русских, у белорусов, у славян спрашивают, а мы начинаем уже шутить, как те же египтяне, что за счет вас-то и выживаем. Это вот как инцидент был с кастрюлей, когда мы зашли с Викторией в магазин. И там очень много таких магазинов, и в Каусере есть, и на Шератоне, где никогда не ставят ценники. Даже большинство магазинов таких, где никогда не расставляют ценники. А ценники ставятся на кастрюльки, там на все предметы путем оценки человека. То есть вот вы берете что-то, то, что вам понравилось, подходите к кассе, на вас оценивают, на вас смотрят с ног до головы. Сколько вы можете заплатить за эту, вот такую цену вам и называют. Вы представляете? Да, вот так вот Египет и выживает. Да. Это сказочная, удивительная страна. Но здесь много магазинчиков, хороших супермаркетов больших, с фиксированными ценами и хорошая продукция. Так что я покажу. Я где-то уже показывала, но еще покажу. Очень много интересного Наталья нашла супер бутики волшебные. Волшебные. Покажем, сделаем обзор. Да не только бутики я нашла, но как бы вот, чтобы не говорить о бутиках, здесь очень много есть вот для тех, кто... Вот когда я начинала свои первые интервью, я говорила, что, наверное, не большинство, но какая-то часть людей, которая меня интересует, которые приезжают сюда без денег. И те люди, которые очень переживают о том, как они будут здесь жить, на что жить и как будут выживать. Вот. И так что не переживайте. Я нашла здесь столько много мест по таким маленьким ценам, что можно зарабатывать просто минимум, мизер. Даже вот на самую маленькую пенсию здесь можно жить шикарно. Здесь есть очень интересные разные секонд-хенды тоже на разный кошелек, начиная от 10 фунтов. Вы можете купить кофточку, маечку. Покажем в следующий раз. Средняя цена где-то 100 фунтов. Очень хорошие вещи, очень хорошие. Ну и супер-мупер. Мупер там это будет 300-400, не больше фунтов. Вот, так что посчитайте, сколько это 10 фунтов за маечку, сколько 50 фунтов за маечку, за хорошую такую, она не поношенная. Ну, есть поношенная, но я хотела сказать, что очень много здесь интересных мест, которые не оставят вас голой. Голым вы не будете ходить, в любом случае вы будете ходить красивый. Вот. Я когда приехала, я Виктории плакала, я говорю, Виктория, я максимально взяла одежды себе и тащила 2 огромных чемодана, переплачивала в аэропорту за них, для того, чтобы сэкономить здесь и дать себе возможность каким-то образом выжить, чтобы ничего здесь не покупать.
Вот. И вот Виктория надо мной смеется каждый день, потому что я каждый день ей чем-то хвастаюсь. Что-то покупает и что-то покупает. покупаю, я не могу удержаться, потому что, ну, я, во-первых, за такую цену не могу не купить, когда я вижу шикарные вещи, просто шикарные. Вот я купила очень красивое красное платьице, ну вот это я была в нем на Рамадан ужине. Это красивое платье стоит всего лишь 60 фунтов. 60. Оно обалденного качества. Какого доллара? Доллар? 60 фунтов. Это доллар один? Это почти $1, да. Это почти $1. Оно натуральное, оно практически новое. Ну вот для сравнения, да. Но как я могу не купить? И вот да, деньги уходят. Вы знаете, деньги уходят, потому что хочется. Потому что на каждый вечер ходит по магазинам и говорит, деньги уходят. А приехала, говорит, я ничего покупать не буду, даже мне ничего не показывай, Виктория. Я говорю, ну ты посмотрим. Так что мы с Натальей в следующий раз сходим, покажем, да, наши бутики. Обязательно покажем. Наши бутики, которые секонды, Нет, обязательно покажем. Ну, дорогие бутики. Смысл показывать дорогие бутики. Их тоже здесь очень много качественных вещей. Но они, по-моему, их нет. Это разве интересно? Нет, тут не только есть секонд-хенды, тут есть магазины, растаможки, то есть или там, допустим, все, что осталось в предыдущей коллекции, вот это все они нам привозят, а мы и рады. Для нас тут все супер модно, красиво. Правда, у меня уже шкаф полный этого всякого барахла. Да, я переживаю, что скоро мой шкаф надо будет либо распродавать, либо он уже ломается. Невозможно удержаться, потому что мы девочки, поэтому все, кто едет в Египет, не переживайте, можете не тащить сюда чемоданы. Да, ничего не берите. Можете ничего не брать, вы здесь купите все за копейки и будете самыми красивыми. Да. Особенно вот на рынке в Дахаре тоже есть что купить. Ну и у меня можете одежду вязаную покупать, авторская работа. Да, вот через несколько дней увидите красоту. Вот, поэтому я удивлена, что я здесь нашла много таких интересных мест на том же Шере, как говорится, на тех улицах, на Мадарисе, на самых-самых таких вот непривлекательных для Египта. Я нашла столько много лавочек, которые чинят столько много поломанных вещей, которые у нас в Минске, в Беларуси никогда не починят. Начиная от этих вот сломанных миксер сломанный, сломан ножичек, сломан. У меня всегда была дома проблема, я всегда эти вещи выкидывала, потому что сделать их невозможно. А здесь, оказывается, тут прям целые улочки, куда можно принести любую вещь. То есть опять я говорю все об экономии только. То есть починить можно все, что угодно, абсолютно все. Тут здесь чинится все, и меня это очень удивило. То есть то, что не чинится в Минске, никто не возьмется. Здесь чинят все. Вот за копейки чинят. И мне нравится, вот этим нравится, мне тоже эта страна понравилась. Здесь внимание уделяется всему, каждой мелочи. Да, вот. Но мы это все покажем, Наталья, да? Покажем обязательно, да. И еда здесь есть вкусная, когда вам говорят, что в Египте невкусная еда, это все вранье. А невкусная еда – это на любителя египетская еда, а вас никто не заставляет ее есть. Вот мы пришли на Рому пляж, о котором я вам рассказывала. Посмотрите, здесь постоянно придумывают что-то новенькое. Сейчас придумали вот такой красивый уголочек. Ну, это, наверное, в честь Рамадана. Останется ли здесь такой уютный, красивый уголочек как раз под мою голубейку? Нас спустили сюда днем поснимать для рекламы пляж. Но днем здесь не увидишь всю красоту, потому что днем нету подсветки. Сюда нужно прийти вечером, чтобы действительно показать сказочность этого пляжа. Вот.
Я только что сейчас видела, как наша Виктория договаривается о бизнесе с работниками отелей, пляжей. Она им про договоренности, про какие-то там контракты, они про ужин, про кофе, чай, посидеть вместе. В итоге кто кого, Виктория так добивает их всех, что они просто от нее сбегают. Бегут, роняют тапки, понимая, что не договориться им о кофе, о чае. Девочка, только про бизнес. Смотреть очень весело. Наталья, как твое психическое состояние тут? Наверное, мое состояние самое лучшее когда-либо за мои все. Вот у меня, кстати, в мае у меня уже будет юбилей. Вот она каждый раз говорит о своем возрасте 5 раз. Зачем? Я просто хочу сказать, что я прожила практически половину своей жизни. Не там прожила. Я только впервые в своей жизни чувствую себя счастливым человеком. Мое состояние психическое просто... Я себя чувствую счастливым человеком. Вот. Состояние спокойное, такое размеренное, спокойное. Я никуда не тороплюсь. Я человек медлительный сам по себе, поэтому для меня вот эти все европейские города, они нервируют меня. А здесь я чувствую себя как в детстве. Вот мне Хургада напоминает город, мое детство напоминает. Я помню себя в детстве, когда мы гуляли, у нас озеро, река была, папа, мама, бабушки, дедушки, братья, сестры. И вот мы собирались все вместе, мы гуляли, мы радовались жизни, купались. И вот это как будто вернулось в мою жизнь, в мое детство. Хотя рядом со мной нету ни бабушек моих, ни папы, ни мамы, ни братьев. Чувствую я себя примерно так, ребенком чувствую. Да? Когда человек себя чувствует ребенком, значит, он счастлив. То есть вот это вот состояние, а кто-то говорит, что это состояние любви. Вот когда это я слышала, много раз задавали, что такое любовь, что такое любовь. Это состояние детства. Когда другой человек дает тебе возможность окунуться в состояние детства, то ты в него влюбляешься. Слушай, я вчера прочитала... Я точно перебью тебе. Вот я приехала и влюбилась в Хургаду. То есть я влюбилась не в мужчину, не конкретно в какого-то человека, от которого бы я зависела для того, чтобы получать это состояние. Я влюбилась просто... не буду говорить страну, потому что я очень мало знаю еще пока об этой стране. А я влюбилась именно в этот город Хургаду, потому что она мне вот дает это состояние, и она меня не бросает, то есть... Она меня не изменяет, мне не приходится заслуживать ее любовь, ее внимание, бегать за ней. То есть я живу в ней, она во мне. То есть это просто идеально. Да. Это я вчера прочитала японское признание в любви. Они говорят, не я тебя люблю, а ты моя тишина. Для тебя Хургада, значит, да? Когда я успокаиваюсь до уровня ребенка, когда дети были, у нас же не было вот этого невроза, беспокойства, что вдруг, вот когда мы становимся взрослыми людьми, мы начинаем переживать, а вдруг не справимся, а вдруг мы не достигнем, а вдруг мы не станем теми, кем, а вдруг нас неправильно оценят, неправильно поймут, а в детстве ты не беспокоишься никогда об этом. Да. Как тебя оценят, как тебя поймут, то есть как-то меня эти вопросы не волнуют здесь. Вот я об этом и начинала наш разговор, что те люди, которые слишком к этому привязаны, к мнению других людей о себе, которые очень зациклены на своей личности, и для того, чтобы ее каким-то образом правильно преподнести для других, вот эти люди, они ломаются. Потому что они... Весь свой ресурс тратит на показательство. На показательство, да. Весь ресурс, вся энергия уходит на показательство. То есть здесь такие люди не выживают. На неискренность. Что, в принципе, правда в том, что здесь, в Хургаде, здесь никому дела, в принципе, и нету до другого человека. Поэтому как ни крутись, как волчок, как вот так вот не крутись вокруг своей оси. То есть всем, в принципе, да,
Да. Всем все равно. Все заняты все своим. заняты чем-то своим делом, все живут для себя, все погружены кто-то в свою любовь с Хабиби, кто-то в какое-то свое Повязание. хобби, да, кто-то в какие-то свои дела, бизнес. Здесь все люди во что-то погружены, поэтому как ни крутись, ты здесь никому не интересен. Как ты здесь выглядишь, тоже не особо, это не важно. То есть здесь можно ходить в любой одежде. В том платье, в чем вы готовите еду Да, ребенку. и вас не то, что не осудит, никто не заметит, самое главное, в чем вы. Да. Никто не заметит, поэтому вся вот эта вот красота, которую я ношу, потому что я ношу ее для себя, для своего внутреннего ребенка, который наслаждается, возможно, он в детстве очень долго хотел этого. Очень долго хотел, да, не наносился вот этих вот шмоток, тряпок, что-то ему не хватало, вот, а здесь вот бери, вот прям заходи в любой бутик и выгребай оттуда, по нашим европейским меркам бесплатно, вот, и наслаждайся жизнью как ребенок, то есть... Да, если... И не думай ни о ком. Кто тебя, что о тебе подумает, то есть нет смысла что ты об этом готовишь думать. кушать? Что я готовлю кушать? Я, наверное, стала готовить, кушать здесь только тоже впервые, учиться готовить что-то. Мне стало очень интересно, потому что дома у меня тоже такие обстоятельства были. Мы жили все вместе с мамой, с моей сыном. У нас как бы такая вот брат мой. И как-то мне вот на кухню зайти было не всегда была возможность. То есть моя мама была там хозяйка, а здесь хозяйка я. Поэтому, это нюанс такой. Что ты готовишь? Личный. Что я готовлю? Я все готовлю. Да? Вот все, что не куплю, да. Хотя мне показали мои хорошие знакомые, мои подруги здесь, в Хургаде, которые давно живут, очень интересные места, где можно покупать пищу готовую, и она по цене будет такая же, то есть вы не переплатите. Это будет очень вкусно. Это вот как это вот супчик этот делают, из чего это? Чечевица? Из чечевицы, такие обалденные супчики. Да, вот зачем сидеть дома, как говорится, вот все это готовить, все это наготовить. Когда вот пошел, купил этот, он такой вкусный. Они умеют делать многие вещи, египтяне, такими вкусными, где я не смогу повторить даже за ними. Да. Вот. И там и практически пол курицы такой большой, и суп, и каша. И в общем, есть такие вот наборы, они готовят, которые стоят, допустим, 150-160 фунтов, но я их ем 3 дня. Да. Вот кто-то 2 дня. Может, огромный мужчина вот такой вот, он съест за 1 день, конечно, что ему. Но мой вот девочки, в нашей комплекции я съедаю за 3 дня. Это мы тоже покажем вам эти местечки. Покажем эти местечки обязательно. Египет еще интересен тем, что да, можно не, если вы не хотите готовить, не готовьте. Это я рассказываю, что мне интересно готовить, потому что я в своей жизни мало готовила. Я плохая хозяйка, поэтому я здесь только обучаюсь этому. Но мне интересно, это все не потому, что нужно. Вот как мы жили, как я жила в Минске. В Минске нужно было, вот это нужно. Нужно было быть такой, я женщина, я должна быть такой, я мама, я должна быть такой. Нужно бы, а здесь не нужно, здесь не должна и никому. Здесь мне либо интересно, либо нет. О, правду говоришь. Поэтому, если я готовлю, это не потому, что нужно, а потому, что очень-очень хочется. А если не хочется, то вы можете пойти купить такие обалденно вкусные блюда, и русские, и любые салаты, оливье, и салаты под шубой. И здесь есть все. Здесь девочки в Хургаде есть такие молодчинки, они готовят все. Они сделают вам все на заказ. А есть такие маленькие кафешечки, где вот это вот все русская еда, все русские салатики, все здесь есть, все продается. Вы найдете здесь абсолютно все. Любую кухню, и греческую, и итальянскую. Вот только было бы желание. И мяса тут достаточно, и рыбы тут достаточно. Здесь всего достаточно. Не обязательно есть то, что едят египтяне. Да, египтяне едят что-то 1, 2, 3.
у них скудная пища, вот так, как они питаются. Но это город, туристический город, поэтому вас никто не заставляет скудно питаться, как кушают египтяне. Поэтому Хургада – это сказочный город. Это не просто египетский город, это что-то еще такое намешанное. Здесь много энергии разной. Вот, что еще рассказать интересного? Что еще рассказать? Я в таком состоянии медитации, что Медитация, да. Я даже- что-то как начну говорить, говорю, сама не знаю, уже куда-то меня уносит. Да. Мы вот сегодня, Виктория мне показала очень интересное место здесь. Это отель Белависта, да? Да. Белависта отель. И Кафешка такая я классная. всегда спрашивала, покажите мне, пожалуйста, то место, где я могу сидеть так уютно. Вот смотрите, море, катера, чтобы я смотрела на море, пила кофе, чай, и чтобы я не платила за вход на этот пляж. То есть все жалуются, что нету входа на пляж свободно. Ну, есть много мест я нашла, где не нужно платить за пляж. Достаточно просто что-то заказать и пройти вот к такому шикарному сказочному месту. Вот мы находимся здесь в каком-то кафе таком сказочном прямо. Вот. И есть очень много мест. Сейчас сделали в Хургаде очень много пляжей, которые после 5 часов бесплатные. После 5. Они платные до 5, пока вы загораете. Да? Это какие? Давай сделаем обзорчик. Можно сделать обзор, даже пройти по тому Шаратону. Вот. Мне очень понравилось на Роме пляж. Это я просто его выделила, потому как я часто там бываю. Он новенький, он имеет все... В общем, для отдыха там причиндалы есть, и аккуратненькие туалетики стоят, и музыка, и бар, и огромный телевизор. Днем там лежаки, а вечером расставляют столики. И, конечно, вход, да, бесплатный вход туда, но с условием, что я должна попить какого-то кофе. Красотища. Да? Просто красотища. Видите, оно еще постирается, но будет прям вообще Да. такое. С условием, что вы там попьете кофе, либо чай. Ну, попьете, ничего с вами не случится. Ну что ж, на сегодня все. Если выпуск был вам полезен, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Я увижу от кого. Пока-пока. До скорых встреч в Египте.